Сегодня у нас интересная поездка. Мы отправляемся на Вальмидо. Будут аттракционы, набережная, море и, конечно, море еды. Попробуем самые необычные морепродукты, включая живого осьминога. А в конце видео у нас для вас важная новость. Досмотрите до конца, чтобы узнать. Всем привет, с вами Валентина в Корее. Вот прям как ты чувствуешь, как ты представь, что здесь мое лицо и бей. Сегодня у нас прогулка на Вальмидо. Это небольшой, но очень атмосферный остров недалеко от Инчона. Добираемся на такси. Нам досталась Toyota Sienna, просторная, удобная машина. Вальмидо сразу встречает нас яркими огнями и звуками парка аттракционов. Атмосфера здесь особенная, а воздух пропитан запахами уличной еды. По всему острову рассыпаны ларьки с едой, запахи так и манят попробовать что-нибудь вкусненькое. Вот, например, небольшой ларек с перекусами, чего тут только нет. Кальмары на шпажках, сладкие пончики, кукуруза и много еще чего. Не можем пройти мимо самого веселого аттракциона, на мой взгляд. Это круглая платформа, которая хаотично подпрыгивает и вращается под громкую музыку. Но сегодня людей здесь немного, все-таки будний день, да и погода прохладная. Но знаете, в этом даже есть свой плюс. Можно спокойно насладиться атмосферой без толпы и суеты. Вот тут фрукты в стекле, картофель торнадо, кажется, так все это называется. Кукуруза, хот-доги, вафли, чего только нет. Вот мы вышли на набережную. Посмотрите, какая она просторная. Справа море, слева уютные кафе, магазины, залы с игровыми автоматами. Здесь можно найти развлечения на любой вкус. Мама улетает уже скоро. Мы решили ее выгулять. То у нас скоро будет как традиция. Мама, когда перед вылетом, постоянно мы ее сюда привозим. На набережной встречаются самые разные инсталляции, забавные фигуры, морские символы и арт-объекты для фото. Вечером все это красиво подсвечивается, и место становится еще уютнее. А вот и сам вид на море. Вдалеке виднеется другой остров, это Йончондо, на котором находится международный аэропорт Инчон. Именно отсюда мы однажды с машиной на пароме перебирались на тот самый остров, который видно вдали. Оставлю тут подсказку на то видео. Кстати, сам Вальмидо когда-то был отдельным островом, но теперь соединен с материком, и сюда можно легко добраться на машине. Это место любят как туристы, так и местные жители, особенно семьи с детьми и парочки, для них тут настоящий романтический уголок. Раньше здесь была военная база, и долгое время остров был закрыт для публики, но потом его превратили в зону отдыха, и теперь Вальмидо – это одно из самых популярных мест для прогулок в Инчоне. Пока гуляем, нас активно зазывает в кафе очень энергичная бабушка. Прямо с улицы машет рукой, приглашает, обещает, что у них самая вкусная еда. В Корее именно в таких прибрежных зонах это нормальная практика. Хозяева заведений стараются привлечь побольше гостей. Но мы нацелены на мясо. Хочется согреться чем-то сытным, поэтому ищем ресторан с хорошим мясным меню. Кстати, был у нас однажды опыт ужина здесь с большой компанией, зашли в кафе «Ракушек», и вот мне эта еда не зашла. Специфический вкус плюс какой-то морской аромат. С тех пор я такие места обхожу стороной.
Но мясное кафе мы так и не нашли, зато нас снова поджидает уже другая настойчивая бабушка. Ну все, сдались, заходим. Кафе оказалось на 2-м этаже, сейчас поднимемся и посмотрим, что там за меню. Заходим внутрь, и первое, что бросается в глаза, это вежливый персонал. В таких заведениях в основном работают женщины в возрасте, и они всегда заботливо обслуживают гостей, создавая уютную атмосферу. Выбираем из меню, чтобы нам покушать. Работница рассказывает, что входит, и мы берем самый дорогой сет. В него входит целый морской банкет, разные виды ракушек, свеженарезанная рыба, креветки и суп меунтан. Цена такого удовольствия 200 000 вон. Перед нами еще один выбор – варить или жарить на гриле. Конечно, берем угли. Так морепродукты получаются ароматнее и с легким дымком. Мы полностью доверились Александру, потому что он настоящий знаток морепродуктов. Я даже иногда удивляюсь, насколько хорошо он знает название почти каждой ракушки. Если честно, для меня это всегда было просто ракушки. А он может отличить один вид от другого и даже объяснить, как их правильно кушать. Как я уже говорила, ракушки мы едим очень редко. Конечно, морепродукты мы любим, но чаще в другом виде. Например, китайский суп с морепродуктами, креветки или свеженарезанная рыба. А вот ракушки на гриле – это уже что-то особенное. И посмотрите, сколько закусок нам принесли. В Корее это стандарт. К основному блюду всегда подают кучу салатов. Вообще можно было попросить, чтобы ракушки приготовили на кухне и принесли уже готовыми. Но мы решили показать вам весь процесс, так интереснее. Сначала работница ставит тару соусом прямо на гриль, внутри ароматный соус, а сверху плавится сыр, создавая густую тягучую массу. Затем поочередно выкладывает ракушки на решетку. Они начинают шипеть, раскрываться, и от них поднимается аппетитный морской аромат. Пока ракушки готовятся, мы давайте попробуем живого осьминога. В Корее это блюдо называется накчи – свежий, только что нарезанный осьминог, который еще шевелится на тарелке. Кто там шевелится? Кто шевелится? Должен макнуть надо куда-то. Мам, будешь? Чтобы он не застрял во рту, его надо хорошо пережевывать. Самый интересный момент – это ощущение при еде. Во-первых, он очень упругий, приходится немного жевать. Сам по себе вкус слабый, чуть солоноватый, но главное – это текстура. Он немного цепляется во рту своими присосками. Но если хорошо разжевать, то остается морской привкус. Ну что, эксперимент удался, хотя для меня это все равно на один раз. Но теперь могу сказать, я попробовала настоящего живого осьминога. Когда ракушки почти готовы, работница снова подходит к столу, чтобы показать, как их правильно готовить и есть. Оказывается, после запекания на углях их нужно еще закинуть в сырный соус и чуть-чуть проварить. Сыр обволакивает морепродукты, добавляя мягкости и сливочного вкуса. В этот момент аромат становится еще насыщеннее, а блюдо в разы аппетитнее. 많이 안 구웠어요? 먹은 정도? 그러니까 여기다가 넣어서 끓여서 드시면은 여기다가는 많이 안 구워지고 여기다 넣어서 그냥 같이 끓여서 양념 하셔서 드시면 얘는 정석은 얘네들은 뚜껑이 벌어지면은 드셔도 돼요. 여기서 뚜껑이 벌어지면은 얘네들에서 떨어지거든. 드시면 되고요. 네. 근데 이제 잘 어떤 게 익을지도 잘 모르시잖아. 그러면 여기다 그냥 넣어서 드셔도 돼요. 이런 식으로 제가 이렇게 넣어서 Мама же сыр не ест, там сыр. 네. Просто он там варится. 어서 오세요. 이렇게. И оттуда нам можно вылавливать. 이렇게. И это все так надо? Да?
Смотрите, чего только нет на нашем столе. Морской огурец, шашлычки, креветки в кляре, кальмары, запеченные мидии и еще куча морепродуктов. Некоторые из которых мы видим впервые. Да, это тоже жарено. А что, она жареная? Смотри. Она жареная? Нет, она живая. Смотри. Ты еще не живая, нормально. А ты ее где взяла? Как взяла? Принесли? Где взяла? А, это тарелка с салатом? Да. Ну, как эти первобытные. А у тебя здесь кто? Тут тоже, видишь, какие-то эти Знаете, вот соус. черенки. Принесли еще свеженарезанную рыбу, креветки. Эти блюда мы часто едим. Особенно любим креветки, но предпочитаем готовить их сами. В сливочном масле с чесноком и соевым соусом. Это получается безумно вкусно. Всем советуем попробовать. Так я ее просто кушаю. Где гости? Не, этот, ничего. Вот этот гости, который внутри остался, да? А вот это не надо оторвать? Не, мне вот это она мешает. Пробуем улитку. Скажу честно, мне не очень понравилось. Вкус какой-то слишком морской. Плюс консистенция упругая, чуть резиновая. Ну, возможно, любителям морепродуктов кому-то зайдет. Мамуля, тебе как? Нравится? Давай вот эту живую попробуй. Не, живую я не могу. Тоже ее можно брать на Это чисто не туда, она туда прямо так будет. Он уже Попробуй не его. шевелится. Вот это я Быстро прожуешь нормально. Александр, как настоящий исследователь морской кухни, решает попробовать монге. Его еще называют морским ананасом. Это морское животное с очень специфическим вкусом. Он яркий, насыщенный, с легкой горчинкой. Это как будто концентрированное море во рту. Не знаю, я проглотил. Вонючий. Убери, вонючий никто Не, он этот. Это вот этот типа монге, по-моему, вот этот есть? Ну, если тебе вонючий чагян, убери, никто не будет его кушать. Дай. Это типа морской огурец. Не надо, никто огурец не будет этот. Если Саша не кушает, значит мы точно все не будем, да. Даже не уговаривайся. А вот это что-то совсем незнакомое. Кто знает, что это за морепродукт, напишите в комментариях. Как бы рот. И вот фильм «Чужие». Фильм ужасов. Нога одна. Смотри, одна нога. Я первый раз такой пробую. А Саша водку не выпил, да? Я выпил чуть-чуть, он мне перелил. Он от души. Но они не открываются. Короче, Вове вот такой папе еще закажите. Это красная рыба. Сырая, обычная. Ну а теперь давайте попробуем гребешок. Он мне нравится больше. Нежный, слегка сладковатый, мягкий, но при этом упругий. Сейчас я почищу мамина. Не, я уже ела. Ну, еще Не, не хочу. Он невкусный. Я тоже подтверждаю, что он невкусный. вкусный, но он спрятался. Еле-еле вытащила, да. Надо было сразу вытаскивать его. Надо было Какая-то зеленая лапша.
Ни морковь, ни образ. Ты попробуй. Я уже этот. Я маме уже сказал, что это. Морская капуста. Мне кажется, он такой невкусный. Много смотрел Он не очень, мне кажется, и вкусный. никогда не рисковал его попробовать. Слушай, угощает же сегодня. Поэтому надо попробовать. Ой, мне кажется, она такая невкусная. Она безвкусная. А ты тоже пробовал? Нет, Огурец какой-то. Морской огурец. Меня через 10 минут я домой потом. Она реально безвкусная, она похожа сырой меги я кушал. Сырое настоящее. Но она чуть более жесткая, она вкус как меги. Ну, я больше мяса люблю. Ей 10, наверное. А кушай здесь вот только вот это. Вот, вот оно мясо. Поэтому можно. После обилия морепродуктов нам принесли суп миунтан. Это уха по-корейски, который традиционно готовят из свежей рыбы и морепродуктов. Этот суп входит в наш сет, который мы заказали в самом начале. В его основе насыщенный рыбный бульон, приправленный красным перцем, чесноком, имбирем и соевым соусом. Вкус у миунтана яркий, насыщенный и слегка пикантный. Корейцы любят есть его после сытного застолья. Считается, что он помогает переварить пищу и придает сил. Кажется, мы дошли до кондиции, когда все готовы попробовать живого осьминога. Сначала была неуверенность, потом любопытство, а теперь восторг и азарт. Мы заказали целого осьминога, ведь в передаче «Орел и решка» показывали, как его подают живым. Но тут нам отказали в целях безопасности. Дело в том, что осьминог может прилипнуть шупальцами к горлу, если его не разжевать как следует. Поэтому, чтобы избежать риска удушья, здесь подают только нарезанного осьминога кусочками. Но даже так ощущения незабываемые. Давай, Саша. Подожди, подожди. Они ржут над нами, короче, да? Дикари приехали, Ну-ка, подожди, короче. дай одного. Попробую хотя бы. Ай, он шевелится. Я буду снимать. Типа, Давай, нет. давай. Нет, бери. Давай, быстрее. Он не кусает, он прилип. Давай, Он не давай, кусает, давай. он прилип. Давай. Сибайт. Давай. Ты чё соус сделала, ну? Соусом его обмакнула же уже, ну? Ужас. Мама, какой ужас. Мама, это обычная еда. Нет. Быстрее, Жой. Вот, да, обычная еда. Да. Саша, на, я тебе ужин даю. Я тебе ужин даю, на. Да, мы должны же всего осьминога съесть. Вот, это осьминог. Вот. Вот он. Сейчас, о, Давай, ты. поехали. Давай. Поехали. Поехали. Вот. Большой кусок. Он противится, не хочет, короче, да? Ложку возьми, ложку. Меня за щеку так схватил, короче. Сейчас уже меня хватает.
Зиба, 4 Быстрее, давай, камеры. всё, Уже давай. ты должна Давай, это давай, все давай, попробовать. Давай, Зиба. Видели? Давай, видели. Давай. А ну, цепляется. Он меня, смотри, хватает. Всё, давай, Он ладно, Зара. давай. Нет. Быстрее кушай его. Ешь. Зиба, Мы- 4 Мы камеры на 4 час. дня не ели. Зиба, давай. На щупальца посмотри сначала. 4 дня не ели. На щупальца Давай. посмотри. Давай. Щупальца покажи. Давай. Щупальца смотри, он меня цепляет. видишь, Давай. вот Все, давай. Кушай. Кушай. Она боится. Кушай. так. Вот такого? Да, давай. Ты уверен? Уверен, давай. Подожди. Ай, блин, он толстый. Все, ладно. Иди. Контент. Живой осьминог. Но главное, мы попробовали все. Это был настоящий морской гастрономический опыт, который запомнится надолго. В начале видео я обещала рассказать вам новость, и вот настал этот момент. Дорогие наши подписчики, мы собираемся в отпуск. На 6 дней отправляемся в одну из азиатских стран. Но в какое именно, пока секрет. Вы узнаете об этом в следующем видео, так что не пропустите. А сейчас, чтобы размяться после плотного ужина, идем гулять по набережной. Папу так не верьте. Давай, мама. Мама, уже можно. Мамина сила 9478. 3 удара дает. И че? А что ты шапалак сделал? Другой же. Дядя Саша, У меня меньше удар, чем у мамы. да? Саша, давай. Саша, 3 удар. Раз, два, три. 8-3. Папе покажи, папе. Он сказал, Валю можно бить? Если что, если не слушается. Раз, два, три. Поехали. На 2000 у тебя удар больше, чем у меня. Да, больше. Души бить надо. Вот прям как ты чувствуешь, как ты. Валя и Представь, что здесь мое лицо и бей. Я шапалаком бью всегда, да? Вот так. Вот мой шапалак. Да. Наткнулись на фотокомнату, где можно фотографироваться в разных форматах. Тут полно шапок, аксессуаров, реквизита, можно примерить забавные образы и повеселиться от души. Ведь главное в любом выходном дне – эмоции и хорошее настроение. Это точно. Это точно. Это точно. И вот эту. Чё? Смотри, как мы смешно снимались. Именно вот эти фотографии, которые выбрали, вот они. Две штуки. Зашли в зал игровых автоматов, и тут началось. Это аппарат по обмену купюр, если у вас только крупные деньги, можно быстро разменять их на мелкие. Только и успевали обменивать деньги и закидывать их в автоматы. Но, конечно же, ничего не выиграли. Честно, нам кажется, что шансов тут нет, но зато попытались, повеселились и уже хорошо. День был насыщенным, веселым и очень вкусным. Мы вызвали такси и теперь отправляемся домой. Переваривать все впечатления и ужин тоже. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это всегда приятно и мотивирует нас снимать для вас еще больше интересных видео. И обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, в какую страну мы полетим. Увидимся в следующем видео, там раскроем все секреты. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!